Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я делаю белково-заварной крем, итальянскую меренгу без использования весов и кондитерского термометра. Ручным маломощным миксером буду работать. Крем получается буквально из 3 ингредиентов плюс вода. Крем самый бюджетный, который есть в кондитерском деле. Крем, который не содержит в себе ни капли жира. И вот такой мега устойчивый крем будем готовить сегодня. Итак, для сиропа я беру 250 грамм сахара. Я думаю, что мерная кружка найдется в каждом хозяйстве. Если нет у вас даже такой кружки, можете использовать стакан. Здесь 75 миллилитров воды. Комнатной температуры можно брать. Просто заливаю сахар сверху. И сразу же отправляю все это на плиту и довожу этот сироп до кипения. Сейчас на самом высоком делении я довожу сироп до кипения. Из 9 на 9 я буду кипятить этот сироп. 3 яйца среднего размера я разделяю на желтки и белки. Здесь примерно 100 грамм белка. Яйца примерно 50-55 грамм весом без скорлупы здесь у меня. Вот такие нужно брать яйца. Пакетик ванильного сахара добавляю. Посуда, в которой сейчас будем готовить крем, полностью должна быть обезжирена. При разделении яиц ни капля желтка не должна попасть в белки. Это тоже важно. Посуда должна быть идеально чистой. И для сиропа, и для взбивания белков. Яйца предварительно, очень свежие яйца нужно брать, промоем и обязательно продезинфицировать, желательно спиртом сверху. С момента закипания сироп должен кипеть ровно 3 минуты. По прошествии 3 минут я добавляю туда половину чайной ложки лимонной кислоты, без горки. И как только добавили кислоту в сироп, сразу же начинаем на самой высокой скорости миксера взбивать белки. Как только прошла 1 минута с момента введения в сироп лимонной кислоты, снимаем сироп с огня. Все время варили сироп на полном огне, на 9 делении из 9. И тонкой струйкой с края вводим сироп в белки. Сироп здесь не должен быть ни белесым, то есть недоваренным, но и не карамельного такого густого цвета. То есть он должен быть вот такой, как я вам показываю в видео. Иначе крем у вас будет, если он переварится, сироп, и будет очень высокой температуры, крем будет горьким. Сейчас также на полной скорости миксера, как и изначально, я взбиваю всю белковую массу при непрерывном введении в эту массу сиропа. Тонкой струйкой. Сироп у меня примерно сейчас где-то 123 градуса Цельсия, если это говорить. Берите для этого обязательно ковшик с толстым дном. Вот это очень важно. Сейчас, как только мы ввели весь сироп, мы взбиваем всю эту массу. Я взбиваю своим маломощным ручным миксером 300 Вт. Примерно 8-10 минут. Как только начнут появляться характерные для этого пустоты, то есть чтобы мы увидели, что крем белково-заварной итальянская меренга готов, как только начнут появляться эти пустоты, это означает, что можно уже завершать процесс взбивания. Вот смотрите, сейчас я вам буду показывать эти пустоты. Вам будет трудно как бы прокручивать венчики миксера в этом креме. Видите, начинаются вот эти пустоты характерные. Значит, крем уже готов. Полости вот такие огромные появляются. Крем получается очень устойчивым. Моим миксером я взбивала 8 минут. Крем идеально держит форму. Из него можно делать любые украшения. Крем этот подходит именно для украшения тортов, пирожных и капкейков. Он не подходит для наполнения. Этот крем не используется в начинке тортов. Он нужен именно для украшения этих тортов. Вот это очень важный момент. Также, если вы готовите торт с очень такой влажной начинкой, эту начинку нужно изолировать желательно
если вы сверху хотите нанести белково-заварной крем, тоненьким слоем масляного крема, либо же шоколадного ганаша. Тогда у вас вообще не будет никаких проблем с устойчивостью этого крема сверху белково-заварного итальянской меренги. Вот это очень важный момент тоже. Итак, сейчас перекладываем весь крем в кондитерский мешок. Этим кремом можно также выравнивать торты и украшать. Этот крем нужно использовать сразу в работе, то есть не нужно здесь ничего ждать. Еще буквально в теплом виде из него сразу же нужно отсаживать украшения. Он не может храниться в виде взбитом, но не в изделиях в холодильнике. То есть потом его нельзя будет размешать, он у вас будет тянуться за ложкой. Вы ничего из него не сможете отсадить, никакие изделия. Насадка здесь у меня кондитерская 1М. Ей прекрасно отсаживаются шапочки у капкейков. Сейчас показываю вам, как это делается. Крем получается идеально белоснежным. Крем очень легкий на вкус, кто не знает его вкуса. Зефирный вкус у него получается. И он идеально держит форму как в очень большую жару, так и в очень сильный холод. То есть он не течет при жаре, но и при замораживании он также прекрасно сохраняет свою форму. Максимум при разморозке он может потерять 5-10% своего внешнего вида. Размораживаются изделия с ним просто в холодильнике потом, когда достали из морозильной камеры. Вот такие прекрасные шапочки у нас получаются. Крем блестящий, глянцевый. Здесь сразу хочу сказать про лимонную кислоту. Кто проживает в стране, где невозможно купить лимонную кислоту в обычном супермаркете, не поленитесь, закажите ее в интернете. В любой стране мира, на кондитерских сайтах, на сайтах для пекарей продается порошковая лимонная кислота. Она стоит очень дешево. Вы можете заказать себе сразу 100 грамм и прекрасно пользоваться ей 2 года. Срок ее хранения и не иметь никакой проблемы. Лимонным соком здесь лимонную кислоту я заменять не советую. Можно, конечно, добавить 1 столовую ложку вместо половины чайной ложки лимонной кислоты в сироп, но это может не принести желаемого результата, и крем может получиться менее стабильным, просто с лимонным соком. Окрашивается этот крем обычными гелевыми водорастворимыми пищевыми красителями. Здесь не нужно брать жирорастворимые красители, также можно брать порошковые красители для этого. Здесь у меня красители пищевые фирмы Rainbow Dust. Я люблю ими пользоваться, и они очень хорошо подходят именно для окрашивания интенсивных цветов в белково-заварном креме. Здесь у меня насадка кондитерская 128 роза. Я ее сделала более узкой плоскогубцами. Сейчас белый крем отсаживаю вот так вот сбоку, где у меня узкий выход у насадки, и сделаю такую элементарную садовую розочку, чтобы вам показать, меланжевого такого цвета, очень красивую, вот именно из этого крема. Подробнейшие мастер-классы по различным цветам, по украшению очень разных тортов, также и 3D тортов, и детских, и для взрослых, и также на юбилей, и всевозможных разных тортов вы можете найти у меня в плейлисте на моем канале из этого крема, из белково-заварного крема итальянской меренги. В плейлисте украшения тортов или же цветы из белково-заварного крема. Там огромный их выбор. Пожалуйста, проходите и смотрите. Здесь я показываю именно элементарнейший вариант приготовления белково-заварного крема, так сказать, в походных условиях, когда даже у кого-то дома, допустим, есть и термометр, и весы, но кто-то находится в гостях и хочет порадовать всех красивым тортиком. Можно приготовить даже так. Листик у меня здесь насадка номер 70, 10 мм на выходе. Продается тоже в каждом кондитерском наборе. Вот такой идеально устойчивый цветочек получается. Я без преувеличения могу сказать, что имею огромный опыт в приготовлении вот этого крема белково-заварного, поэтому смело делюсь с вами своим опытом. Не нужно здесь делать никакой пробы на шарик, просто нужно следовать тем рекомендациям, которые я даю в видео, и у вас получится очень красивый, устойчивый и глянцевый белково-заварной крем в кондитерском мире, который называется итальянская меренга.
Сейчас покажу вам, как сделать хризантему из этого крема. Насадка номер 80, хризантема, кому это будет нужно и полезно. И отсаживаю цветок хризантемы. Хризантема — это неустойчивый цветок, такой он достаточно сложный. И даже такой цветок прекрасно получается из этого крема, который был сварен без кондитерского термометра и без весов. И взбит был этот крем, как вы видели, маломощным ручным миксером, достаточно стареньким уже. Подробнейшие 2 видео по приготовлению этого крема, профессиональные уже мастер-классы по приготовлению крема именно планетарным и ручным миксером есть на моем канале. Я вам ссылки оставлю в описании к данному видео, на те 2 видео. Проходите и смотрите. И вот такой прекрасный цветок хризантемы в итоге у нас на скорую руку получается. Крем, как вы видели, варили без всяких приспособлений, и все получилось прекрасно. Обязательно берите ковшик с толстым дном, слушайте рекомендации, которые были даны в этом видео, и все у вас должно получиться. Вот такие прекрасные изделия получаются. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.